Всем привет, с вами Дэн, и многие меня спрашивали, а что там на фабрике Сан-Мартин, что-нибудь взял? Ну вот взял, давайте смотреть, открывать. Так, ну упаковка у нас уже ставшая классической, да? Брелок, инструкция, гарантия, здесь все от ребят из Сан-Мартин на месте. Плюс также в комплекте инструменты для укорачивания браслета, либо замены ремешка. Давайте кейсик открываем. О, давно не было Сан-Мартин на канале, да? Я имею в виду обзоров именно часов. Вот она. Вот она. Сейчас, короче, все распаковываю, а потом уже продолжаем. Ну что, распаковал я эту красотулечку. Референс у модели SN014.4, то есть SN0144GX. Это новая версия, и более того, у меня в руках именно такая новогодняя китайская версия. Спецвыпуск. Эта модель уже выпускалась немножко с другим дизайном, и она сейчас серьезно доработана. То есть, в общем, сейчас уже по-новому, да? Они ее выпускают. Изначально были три даже размера: 36, 39, 42. Пока новогодняя версия в одном размере. Но сейчас мы все посмотрим более детально. И здесь вот прям самое, с чего хочется начать, это здесь долгожданная Miyota 9015. Я вам когда снимал еще видос про визит на фабрику Сан-Мартин, уже показывал там, что они настраивали Miyota, да, проверяли точность. Короче, наконец-то японский премиум здесь у нас идет в модели Сан-Мартин. Это прям здорово, я этому тоже рад. В общем, стоимость этой модели на оффсайте без всяких скидок, без всяких купонов и так далее $317. На AliExpress, ну, плюс-минус такая же цена, по крайней мере, на момент записи этого ролика. Давайте быстренько по характеристикам. Значит, у нас здесь корпус и браслет сталь 316L, сапфир с внутренним антибликом стекло, 100 метров водозащиты. Эта версия такая особенная, да, градиент серый идет. Там их несколько вариантов, но это градиент серый именно с такими вот золотистыми акцентами. Супер Luminova BGW-X1 здесь, да, и давайте сразу посмотрим заднюю крышку. Здесь, да, здесь вот такой красивый иероглиф. И иероглиф не просто так здесь. Он означает Made in San Martin, да, то есть сделано в Сан-Мартине. И сделали они этот иероглиф в стилистике, как делается на китайском фарфоре знаменитом Цзяньчжань. Что такое знаменитый китайский фарфор Цзяньчжань? Это один из 8 знаменитых фарфоров династии Сун. Более 1000 лет назад это был такой фарфоровый чайный набор. Ну и на циферблате тоже такая вот именно текстура этого самого знаменитого чайного набора Цзяньчжань. То есть здесь вот они как раз приурочили к, соответственно, Новому году, да, новые версии, и связали их с китайской историей. Я вот давно говорил, что вот правильно, что вот они именно этим занимаются, потому что, ну, во-первых, интерес к китайским часам очень сильно вырос в мире в последние пару, наверное, лет, может быть, в последний год. И вот как раз такие акценты, которые больше приближают часы именно к их национальности, мне кажется, это правильно. Мы об этом говорили как раз с ребятами из Сан-Мартин, и они вот по этому пути движутся, и даже дополнительный суббренд выпустили. Так, ну, теперь давайте по размерам пройдемся, потому что это тоже важный момент. У нас тут 39, да, такая вот, можно сказать, универсальная модель. Высота с учетом плоского сапфирового стекла здесь 10,5, хорошая высота, да. 20 у нас по браслету. И от ушка до ушка 45,3. Ну, это вот модель, да, с сан-мартиновским собственным уже дизайном. Давайте посмотрим, как на моем запястье. Это красотулечка фарфоровая у нас, да. Ой, кстати, мне нравится это акцент, такой вот серый градиент. Они немножко поменяли. У них раньше вот в таких моделях был черного чуть больше было. Сейчас мне, кстати, кажется, что более гармонично стало, когда он немножко так меньше стало черного акцента и больше такого серого. И, соответственно, вот это вот... Потом посмотрим на макро обязательно, но вот эта текстурка сделана, как будто это вот фарфоровые чашки. Я вам показывал в музее Сан-Мартин, как это выглядит, да. Там есть модели такие специализированные, где прям еще более четко выражена именно вот эта стилистика фарфора. Но мне кажется, более сдержанная модель, как раз вот как у меня, она просто чуть больше повседневная, что ли, чуть больше универсальная.
Короче, по посадке на запястье, с учетом моего запястья 18,5, здесь все шикарно. Ну, эта модель вообще прекрасно сидит на запястье, потому что ушки достаточно короткие, плоская задняя крышка, удобное первое звено здесь у нас получается, да. Папа у нас, да, первое звено, поэтому ничего нигде не топорщится и выглядит просто как литой, посмотрите, а. Красота. Но при этом можно, кстати, при желании поставить какой-нибудь сторонний ремешок. Но по браслету мы сейчас с вами подетальнее поговорим, потому что браслет, опять же, уже с доработкой от Сан Мартин. И, соответственно, здесь чуть более улучшенное качество. Новая застежка, которую они называют Fly. Сейчас тоже по ней пройдемся. Ну, смотрю вот тогда с расстояния 30 сантиметров. Я эти часы, конечно же, на фабрике уже видел, примерял. Ну, красота, браслет шикарный, корпус, отделка, уже такие взрослые, очень серьезные часы. И, конечно, в плане отделки, ну, они разрывают конкурентов, да вы сами все знаете. Разрывают просто, как говорится, с кабины сносят, потому что качество здесь просто беспрецедентное. А теперь вот в эту цену, примерно $300, еще у нас и миоточка 9015. Так что заходит все прекрасно. Итак, значит... накладные метки, накладной лого, накладная здесь окошечко даты у отметки 6 часов. Аккуратно все сделано. Золотистые здесь уже в этой версии акценты. И, кстати, золотистые, в принципе, приятно сочетаются вместе вот с этим таким серо-черным, да, градиентом на циферблате. Классно. Красный такой наконечник на стрелке. И в целом весь упор, конечно, идет на циферблат, и по корпусу, ну, мне нравится вот эта линейка, потому что здесь, знаете, вот акценты, они все-таки больше на цифр. Да, есть вот такие, здесь практически каждая грань часов имеет зеркальную полировку, но именно по грани. Поэтому вот так вот смотришь, и да, все идет с сатинированием, но грани, они, конечно, прям так раз и начинают играть. Особенно, когда солнышко светит. Потому что у нас получается, видите, на ранте боковая часть раз, у нас грань полирована, зеркальная. На корпусе тоже верхняя часть зеркальная полировка, на нижней части зеркальная полировка, браслет боковая часть, центральная часть, она центральная часть чуть выше, чем крайние звенья, и тоже с зеркальной полировкой по краям. Полировочка у нас здесь между звеньями тоже приятненькая. И, как Сан Мартин говорит, да, вот эта новая версия браслета с дополнительным, соответственно, полировкой по звеньям. Они теперь браслеты дорабатывают. И с нижней части, знаете, стало лучше ощущаться именно, вот резкость она осталась, да, как бы, да, звенящая такая классная резкость, но меньше вот такого вот воздействия, что ли, на палец, на кожу, то есть здесь ничего не режет. Но при этом браслет все равно, вот он такой вот, мне нравится просто, когда, знаете, резкие такие грани, чтобы это чувствовалось, чтобы чувствовалась полировка, чтобы на солнце это красиво переливалось. Здесь все это, естественно, сохраняется, при том, что, ну, качество полировки стало еще на шаг выше. Что там будут делать швейцарцы и японцы? Я думаю, что уже ничего не будут делать. Китайцы, конечно, сейчас, ну, в общем, можно сказать, правят балом, да, в начальном. Я думаю, что будут уже постепенно заходить на средний сегмент. Уже некоторые микробренды туда заходят. Ну и, собственно, понятно, что есть у нас большие ребята типа Сигала, которые там уже обосновались. Значит, застежка Fly, она стала немножко другая по дизайну, да, здесь утопленный теперь логотип, и что правильно, да, он не выступает больше. Две кнопочки у нас остались, боковая грань зеркальной полировкой, здесь тоже очень аккуратное, да, сатинирование по центральной части. И сзади у нас, собственно, подстройка очень быстрая для того, чтобы укоротить или немножко удлинить браслет под ваше запястье. Кстати, по поводу размера браслета, сколько у нас здесь про запас получается? Мое 18,5, но вот еще сантиметрика 3 здесь есть. Нет пока системы быстрой смены браслета, жду, но в целом браслет настолько классный, что вряд ли кто-то будет, конечно, пробовать здесь ремешок. Хотя, в принципе, можно. Что-нибудь такое серенькое, чтобы сочеталось с этим циферблатом. Значит, давайте посмотрим, сколько у нас на полном браслете получается вес. Так,
137 грамм, не так уж и много. Очень даже аккуратненько. Ну что ж, самое время глянуть и макро. Вот она, эта текстура, как на чайном фарфоровом наборе по циферу. Накладные метки, стрелки. Здесь прекрасная отделка по циферу. Ну, от Сан Мартин мы другого не ждем, но здесь опять же шажок вперед совершенный. Посмотрите, какая здесь полировочка. Ой. Ой, как говорится, японцы, учитесь, чтобы у вас была параллельная полировка на всех звеньях, не только на одном из них. Ой, извините, любители сейка. Я тоже любитель сейка, но мы должны говорить обо всем, не только о хорошем. Но здесь, конечно, все просто секс. Ну, а что вы хотите? Это же Сан Мартин, а это качество. Ну, что хочу сказать по итогам. Я думаю, что уже все хейтеры там взорвались, уже до этого момента ничего не успеют досмотреть, они уже свои комменты строчат негативные. Ну, а для тех, кто еще смотрит видос, скажу, да, часы идеальные по исполнению, часы идеальные по характеристикам, по цене, здесь все, конечно, на высоком уровне. Поэтому, по большому счету, нравится вам дизайн или нет. Лично мне нравятся часы максимально универсальные, здесь классное исполнение, здесь очень интересно сделан циферблат, ну плюс, опять же, вот обыграна такая интересная историческое наследие. И мне нравится, что Сан Мартин все-таки уходит в эту сторону, уходит от таких прямых заимствований, прямых хомажей в какие-то вот уже китайские исторические темы, при том, что дизайн остается современным и тем, который нравится большинству покупателей. А это важно, поскольку, ну, мы же все с вами понимаем, люди любят то, что достаточно такое узнаваемое, красивое и не слишком сильно уходят от каких-то общепризнанных канонов. При том, что ребята из Сан Мартин говорили о том, что они тем не менее все равно будут больше уходить в сторону собственного дизайна. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.